Приветствую добрых и честных людей. Идея этого видео пришла ко мне при обсуждении работ начинающего 3D-художника. На главном персонаже его картины я видел световой хаос, который я бы назвал «битвой источников света». Мне было похоже, что автора это беспокоило, и я спросил, для чего вы использовали вот этот источник света. Автор объяснил, что этот источник света что-то улучшает в освещении персонажа, делает его лучше, эффектней. Я не видел и не чувствовал ничего из того, что рассказывал мне автор. Я думаю, что правильный ответ на мой вопрос был: я не знаю, для чего этот свет, я просто его поставил. Когда-то я ставил свет без его понимания, но сейчас я кое-что об этом знаю и хочу этим поделиться. Каждый из этих 7 источников света имеет свою функцию. Зная эти функции, мы можем использовать свет осознанно, опираясь на знание и понимание, а не на интуицию, имеющую весьма сомнительную репутацию. Ключевой свет. Если вы видите то же, что и я, то перед нами сейчас 2 черных диска. Это не квадраты и не треугольники, а диски. Об этом мне говорит линия контура этой фигуры. Но сегодня мы обсуждаем не линии, а свет, поэтому просто запомним, что по линии мы можем судить о форме предмета. Это нам пригодится в следующей теме, когда мы будем работать с женской грудью. Конечно, вы догадались, что в картине есть подвох, иначе зачем было бы показывать 2 диска? Первое. Это не черные диски. Это белые предметы, которые сейчас не освещены никаким светом. Второе. Сейчас я включу ключевой свет, и вы увидите, что это диск и сфера. Когда я впервые увидел этот фокус преподавателя, то навсегда запомнил, ключевой свет нужен для того, чтобы выявить объем изображаемого предмета. Чем отличается диск от сферы? Диск – это окружность, внутри которой однотонная заливка. Графический дизайнер называет такую заливку плашка. Плашка – это блок, заполненный одним цветом. Запомните это слово, потому что я буду использовать его и в дальнейшем. Сфера – это окружность, в которой не плашка, а световой градиент. То есть свет меняет свою силу, тон, от бликов к светам, затем идут полутени и в конце тень. Эти изменения тона и рассказывают мне о форме предмета, о его объеме. Итак, зафиксируем. Функция ключевого света – показать объемность, форму изображаемого предмета. Заполняющий свет. Ребята, мне мешает этот рефлекс от фона внизу сферы. Я его уберу. Перекрою снизу фон черной плоскостью. Вот так, другое дело. Рассмотрим область теней на сфере. Этот затененный фрагмент идентичен фрагменту черного диска из начала видео. Только черная плашка сейчас не на всей сфере, а на ее части. Следовательно, эта часть сферы лишена объема, деталей и фактуры. Она выглядит плоской. Ну а чего еще ждать от плашки? Я выключаю ключевой свет и включаю заполняющий свет. Сам по себе заполняющий свет ничего из себя не представляет. Он равномерно или почти равномерно освещает снимаемый объект. Но в паре с ключевым светом это бомбическая связка. Сравним, как меняется изображение сферы с включением заполняющего света. Теперь мы видим детали и фактуру поверхности в тенях. Но самое главное, протяженность светового градиента увеличилась до максимально возможного, а значит объемность сферы сейчас максимальная. Вывод. Заполняющий свет позволяет увеличить объемность изображения за счет продления светового градиента в области теней. Фоновый свет. Сейчас модель освещает только ключевой свет. Кстати, это бабочка, световой рисунок, о котором я уже рассказывал. О, как давно я не видел светящееся ушко модели. Такое освещение уха характерно для света бабочка, если прическа не прикрывает ухо.
Тонкий момент, требующий размышления, имеющий решение, но сегодня мы точно не будем говорить об этом. Итак, что я вижу на этой картинке? Ну, как бы вижу модель. Больше ничего в кадре нет. Фон позади модели есть, и мы об этом знаем, но ключевой свет не может осветить его в достаточной степени. Обратите внимание, что затененная часть корпуса модели и фон слились воедино. Когда-то мне нравился этот эффект, но не сегодня. Поменяю свет. Выключу ключевой, но включу фоновый. Теперь я вижу силуэт девушки на фоне светового пятна. Отличие этих двух изображений в том, что в первой я вижу единственный план, тот, на котором находится модель. Такая композиция называется одноплановая. А на второй картинке я вижу уже два плана – модель и какая-то плоскость позади нее, которая освещает фоновый свет. Я не встречал термин «двуплановая композиция», поэтому буду называть ее, как все, многоплановой композицией. Многоплановая композиция, в отличие от одноплановой, дает изображению ощущение глубины пространства, перспективы. Зритель получает возможность как бы заглянуть за передний край, за плоскость монитора или бумажного отпечатка. Разумеется, если плоскость фона за моделью видна и без фонового света, то вы можете отказаться от его использования. Например, ваша модель находится близко к стене, или вы делаете фотосъемку на пленэре, или используете HDR-карту окружения в 3D-графике. Итог. В некоторых случаях фоновый свет позволяет отделить плоскость модели от плоскости фона. Это дает ощущение объемности для всего изображения за счет появления второго удаленного плана, расположенного позади снимаемого объекта. Основные источники света. Мы рассмотрели три источника света, которые относятся к группе «Основные источники света». В учебных материалах, которые мне доводилось читать, существование этой группы объясняют так. Чтобы имитировать свет окна, надо использовать три источника света – ключевой, заполняющий и фоновый. Но никто не объяснял, почему для имитации света одного окна надо использовать аж три источника света. На долгое время это оставалось для меня загадкой. На самом деле, при съемке в помещении или фотостудии действительно обычно приходится использовать три источника света, но не для того, чтобы заменить ими свет одного окна, а для того, чтобы на фотоснимке я видел изображение, похожее на то, что я видел собственными глазами. Поясню. В древние времена, когда существовала фотопленка, фотографы замечали, что изображение на фотографии получается контрастней, чем снимаемая сцена, которую они видят глазами. Это связано с тем, что наше зрение более совершенно, нежели фотоматериалы того времени. Человек различает более контрастные сцены, нежели фотопленка. Или, говоря умными словами, фотоширота нашего зрения больше, нежели у фотоматериалов. Такое увеличение контраста на фотографии выглядит непривычно для зрителя. Тени на лице и стена позади модели могут стать почти черными. Чтобы сделать фотографию привычной для зрителя, пришлось ввести заполняющие и фоновые источники света для снижения контрастности снимаемой сцены. Так и образовалась триада основных источников света. Она позволяла получать фотографии с привычным для зрителя контрастом. В современной фотографии ситуация улучшилась, и фотоширота матриц стала значительно ближе к возможностям нашего зрения. В кино и видеосъемке это уже достигнуто. В 3D-графике включение тон-маппинга при рендеринге творит чудеса, а художники вообще никогда не были озабочены этим и пишут картины такими тонами, какими пожелают. Однако свою актуальность основные источники света не утеряли. Теперь можно перейти к дополнительным источникам света. Подсветка волос. Подсветка волос необходима, чтобы проработать объем прически. Это становится особенно актуально, если у вашей модели темные волосы и ваша сцена расположена в помещении. В этих случаях в верхней части прически можно увидеть темную кипу, которая легко убирается с помощью подсветки волос. Вторая неприятность, которую можно обнаружить в области прически,
когда темные волосы сливаются с черным фоном и теряется контур головы. Подсветка волос эффективно противостоит такому слиянию. Третья причина, по которой вы захотите использовать подсветку волос, это красивая прическа, которую желательно подчеркнуть. Самый частый случай – свадебная фотосъемка. Профессиональные портретисты должны знать и применять этот цвет, если они работают в фотостудии. Разумеется, что и в 3D-графике этот цвет можно использовать. Подсветка волос очень похожа на следующий, контровый свет. Однако, если знать, для чего нужен контровый свет, то никакой путаницы не будет. Контровый свет. Контровый свет располагается позади снимаемого объекта, как и подсветка волос. Их легко спутать, особенно когда один источник света является одновременно и подсветкой волос, и контровым светом. Но вы можете легко их различать, если знаете, что подсветка волос нужна для проработки объема прически, а контровый свет отделяет снимаемый объект от фона. Посмотрим, как это работает. На этом кадре спина модели слилась с фоном, и мы не видим ее очертания. Включив фоновый свет, мы показываем контур спины, теперь модель отделяется от фона. А вот как это делает контровый свет. У нас появляется контур, который позволяет читать форму спины и отделить ее от фона. Замечу, что получить столь же красивый контур, как на этой фотографии, непросто и в 3D-графике, и при фотографировании в помещении. Тут можно только позавидовать всемогуществу художников. Моделирующий свет. Дальше мы вступаем на терра инкогнито. Теория оставшихся источников света почти не описана. Однако приступим. Может возникнуть такая ситуация, когда ключевой свет не передает объем в какой-то части снимаемого объекта, а нам объем в этой части желательно показать. Тут может помочь моделирующий свет. Но что важно знать, это не второй ключевой свет, это лишь дополнительный к ключевому свет. Почему я называю его моделирующим светом? Потому что он моделирует объем в той части изображаемого объекта, где его не может создать ключевой свет. Как это выглядит на практике? Я поставил модель в обычную портретную позу, когда автору хочется показать заднюю часть корпуса. Например, показать глубокий вырез платья на спине или заднюю часть изысканной прически. Но сейчас ключевой свет поставлен на правильное освещение лица, и задняя часть корпуса модели вовсе не освещена. Мы можем подсветить заднюю часть корпуса модели заполняющим светом, и это обычное решение. Но оно и не самое эффективное, ведь заполняющий свет не создает светотеневой рисунок. Я включил моделирующий свет, находящийся позади модели. Что привнес этот свет изображению? Великолепную проработку объема спины со множеством светотеневых переходов. На спине легко читается мышечный корсет, лопатки и даже ямки Венеры. Линия талии отделилась от дальней руки и показала стройность модели. Да и передняя рука отделилась от корпуса световым контуром. На ягодицах я вижу ритм свет-тень, свет-тень, с которой я вас познакомил в уроке про свет-бабочка. Задняя часть прически тоже получила дополнительный объем. В этом примере моделирующий свет внес существенный вклад в проработку объемности фигуры модели. Рассмотрим задачу посложней. Теперь корпус модели почти полностью освещен ключевым светом. К сожалению, корпус находится под таким углом к свету, что на нем почти отсутствует светотень, которая могла бы передать его объемность. В следующем уроке я покажу, как исправить этот недостаток через поворот корпуса. А сейчас исправлю его при помощи моделирующего света. Только создавать я буду не светотеневой градиент, а градиент от света к блику. Я поставил моделирующий свет позади модели на стороне ключевого света. Моделирующий свет должен скользить по плоскости корпуса модели, тем самым подчеркивать рельеф корпуса. В результате плоская передняя часть корпуса стала выглядеть более объемной. Вывод.
Моделирующий свет позволяет передать объем предмета там, где по какой-то причине его не может создать ключевой свет. Это может случиться как на затененной, так и на освещенной частях снимаемого объекта. Во многих источниках я встречал утверждение, что моделирующий, контровый свет и подсветка волос – все это разные варианты моделирующего света. Я не согласен с таким объединением, ведь каждый из этих источников света имеет свою четкую, свойственную только ему функцию, и я попытался это показать. Акцентный свет. Набираю в поисковой системе акцентный свет и получаю это. Акцентное освещение, фокусирование света в определенном месте или на определенном объекте. Главной задачей такого освещения является привлечение внимания к освещаемому объекту. Перехожу к источнику информации и вижу, что это описание света в интерьере и архитектуре. Но, черт побери, это описание подходит и мне. Акцентный свет используется нечасто, но может быть весьма эффектным. Чаще всего я видел его в старинных фильмах, когда акцентным светом привлекали внимание к глазам актрисы. Иногда я встречаю его и в фотографии. Акцентный – единственный свет, которому не вменяется передача объема в изображении. Однако при постановке этого света можно попытаться создать светотень, передающую объем в зоне действия этого света. Итог. Я попытался показать, что для каждого источника света, который используется при создании изображения, есть причина. Таковой причиной, за исключением акцентного света, является создание объема в той или иной части изображения. Каждый источник света имеет определенную область в пространстве, находясь в которой он максимально эффективно покажет свою работу. Иногда точность установки света достигает нескольких сантиметров. К чему вся эта битва за объемность в изображении? Потому что художник или фотограф хочет убедить зрителя, что его изображение не подделка реальности на плоскости фотографии, монитора или картины, что это другой мир, такой же объемный и реальный, как наш. Плоскость не может передать объем с точки зрения физики, на то она и плоскость. Все же мне приходилось несколько раз встречать в живописи такую филигранную работу по передаче объема, что плоскость холста переставала существовать для меня. Я будто проваливался сквозь краску в зазеркалье, и это было восхитительно. В следующем видео я думаю рассказать об основе построения позы модели, повороте корпуса. Поворот корпуса важен при работе с объемом женской груди. Ну там, конечно, еще много другого есть полезного, но грудь, вне всякого сомнения, самое важное для настоящего художника.